Здравствуйте! Сегодняшний выпуск я решил посвятить одной из тех групп, которые называют группой одного альбома. И я сделаю обоснованное предположение, что когда вы слышите словосочетание Фанни Адамс, первое, что вам приходит в голову, это Sweet Fanny Adams, второй студийный альбом группы Sweet, выпущенный в 1974 году. И этот альбом также покупал для своей коллекции, и я рассказывал о нем в одном из своих выпусков о группе Sweet. Если вы житель Великобритании, у вас другая ассоциация со словосочетанием Фанни Адамс. Дело в том, что первое, что британцу придет на ум, когда он слышит такое словосочетание Фанни Адамс, это жестокое, страшное убийство 8-летней девочки, которое произошло в 1867 году. Фамилия и имя этой девочки, Фанни Адамс, стала частью британского сленга. Но сегодня речь пойдет не об этом. Я вам расскажу о рок-группе Фанни Адамс и их дебютном и единственном альбоме с тем же названием Фанни Адамс. Была такая рок-группа из Австралии, которая играла классический винтажный хард-рок с блюзовыми корнями и дозой психоделики, основанной на исключительной гитарной работе и длинных композициях. Часто музыку группы Фанни Адамс описывают как авантюрный, тяжелый, прогрессивный блюз-рок. Группа явно находилась под влиянием работ таких групп, как Deep Purple, Cream, Grand Funk и ранних Led Zeppelin. Группы, которые сегодня так играют, называют стоунерами или нью-хард-рокерами. В группу Фанни Адамс входили вокалист и ритм-гитарист Дуг Паркинсон, гитарист Винс Мелоуни, басист Тедди Той и барабанщик Джонни Дик. К моменту создания группы Фанни Адамс все они уже были опытными музыкантами, игравшими в довольно неплохих группах Австралии и Новой Зеландии в 60-х годах. Основателем группы был австралиец Винсент Мелоуни, который с 1963 по 1965 год играл в группе Aztecs (Ацтеки). А когда он переехал в Великобританию, он 3 года играл в качестве ведущего гитариста в британском составе знаменитой группы Bee Gees. Он принимал участие в записи нескольких альбомов Bee Gees, и его фото можно увидеть в составе группы на обложках альбомов. Альбомы, на которых вы можете услышать игру Винса, это Bee Gees First, альбом 1967 года, Horizontal 1968 года, Idea, тоже 1968 года, Одесса 1969 года на некоторых треках и на альбоме Cucumber Castle. Правда, на этом альбоме он сыграл на одном треке, исполняя партию ритм-гитары. После 3 с лишним лет с Bee Gees в Великобритании Винс покинул группу из-за неизбежных музыкальных разногласий. Винс устал от коммерческого поп-звучания Bee Gees. Мелоуни недолгое время играл с другими исполнителями, потом заключил сольный контракт с компанией MCA. В конце концов, Винс решил собрать хард-роковую супергруппу в духе Led Zeppelin, чтобы записать первый альбом. Свое первое предложение принять участие в его проекте Винс сделал новозеландцу Тедди Тою, который в то время работал сессионным музыкантом в Лондоне. В июне 1970 года он пригласил в проект также Джонни Дика и Дуга Паркинсона. Поездка этих парней к нему в Великобританию стала возможной благодаря победе в музыкальном конкурсе группы Дуга Паркинсона In Focus, где Дуг играл с самого начала, а впоследствии к нему присоединился и Джонни Дик. Главным призом этого музыкального конкурса была поездка в Англию. Джонни Дик играл на барабанах с 12 лет. Он играл в группе Max Merritt and the Meteors в 1963 году в Новой Зеландии. А потом в 1965 году переехал в Австралию с еще одним будущим участником группы Фанни Адамс, Тедди Тоем, который был высокооцененным басистом и ветераном рок-н-ролла. Именно работа Джонни Дика обеспечила прочный фон для всего единственного альбома Фанни Адамс. Джонни Дик также почти 2 года играл в Австралии в составе реформированной группы Aztecs. Дуглас Джон Паркинсон был и остается одним из лучших австралийских певцов-мужчин, с сильным, прекрасным и мощным вокалом. Свою музыкальную карьеру он начинал еще в школьной группе The Sound.
Затем выступал в составе еще нескольких групп, в числе которой была и группа Doug Parkinson in Focus, основателем которой и был сам Дуг. Вот такая команда музыкантов и подготовила хороший оригинальный материал для записи их дебютного альбома. Винс Мелоуни из полученных им гонораров за время работы с группой Bee Gees оплачивал расходы группы. Он оплатил переезд в Лондон Дугу Паркинсону и Джонни Дику. Он арендовал для них дом, он выплачивал им суточные, в то время, когда ребята репетировали и записывали альбом. Продюсировал альбом Винс Мелоуни самостоятельно, а полный квартет музыкантов совместно написал все песни для данного альбома. После записи альбома группа вернулась в Австралию в декабре 1970 года. Очень необдуманным поступком по приезду в Австралию было хвастовство членов группы, утверждавших, что они немедленно станут самой популярной группой в мире. Именно так в своем интервью для музыкальной газеты Go Set утверждал Дуг Паркинсон, заявив, что через 3 недели Фанни Адамс станет лучшей гребаной группой, когда-либо ступавшей по земле. Ну, очень смелое и, можно сказать прямо, самонадеянное утверждение. У австралийцев есть то, что местные называют синдромом высокого мака. Это когда жители Австралии критикуют, унижают и обесценивают достижения более успешных членов общества, давая им понять, что те не заслуживают внимания и их достижения никчемны. В общем, группа столкнулась с сопротивлением скептически настроенной австралийской публики. Даже дошло до того, что во время концертов, которые проводила Фанни Адамс в Австралии, больше успех имели группы, малоизвестные группы, которые работали у них на концертах на разогреве. Из-за чего, конечно, зрители и музыкальная пресса Австралии начали высмеивать группу Фанни Адамс. По словам музыкального критика Иэна Макфарлейна, напряжение внутри группы стало высоким. Впоследствии Дуг Паркинсон утверждал, что когда группа Фанни Адамс собралась в студии для записи дебютного альбома, у членов группы не было никакой творческой свободы, а Мелоуни вообще не умел нормально играть. Годы спустя Мелоуни оспорил утверждение Паркинсона о своей игре, но посчитал, что альбом был настоящим дерьмом. Группа выпустила только один сингл с дебютного альбома Фанни Адамс с песнями «Got to get a message to you» «Хочу передать тебе сообщение». Прошу отметить, что это оригинальная песня группы Фанни Адамс, а не известная песня группы Bee Gees с таким же названием. Также на сингле была песня «They are all losers, honey», которая звучит последней на дебютном альбоме группы. На момент выхода сингла альбом Фанни Адамс еще выпущен не был. Группа распалась еще до выхода их дебютного альбома. Среди прочего этому поспособствовал и пожар, который произошел на дискотеке Caesars Palace в Сиднее. Во время этого пожара сгорело все музыкальное оборудование группы. В итоге Фанни Адамс распались в течение месяца после их прибытия в Австралию. Альбом Фанни Адамс увидел свет в июне 1971 года. Сегодня этот альбом нахваливают и называют прекрасным произведением искусства. Для многих этот альбом стал желанным предметом коллекционирования. Судя по данным на сайте Discogs, в 1971 году этот альбом выходил в Австралии, в США, в Японии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Канаде и даже в Колумбии. Сейчас на Discogs оригинальный выпуск этого альбома в состоянии Near Mint можно купить по цене от 100 до 300 евро. В 2011 году в Германии был перевыпуск альбома Фанни Адамс. Я купил этот экземпляр, и в результате он у меня простоял около 10 лет на полке в запечатанном виде. Я понимал, что 2 альбома мне абсолютно не нужны, и я выставил на продажу оба экземпляра, и оригинал, и переиздание. Из того расчета, что какой из них купят первым, другой я оставлю для своей коллекции. Купили переиздание 2011 года. И это понятно, потому что переиздание дешевле, чем оригинал, ну и плюс еще альбом до сих пор в запечатанном виде. Кстати, это переиздание вы можете и сегодня купить на Discogs по цене около 60 евро. А у меня для моей коллекции остался оригинал альбома Фанни Адамс, который я сейчас и держу в руках.
Хотя некоторые музыкальные критики, обсуждая этот альбом, проводят параллели с работами Led Zeppelin, грубый мужской вокал Дуга Паркинсона уже никак не сравнится с высокими нотами вокала Роберта Планта. Как писал австралийский музыковед Иэн Макфарлейн, Паркинсон передавал значительную харизму своим внушительным присутствием, бородой Люцифера и грубым скрипучим голосом. Он также окружал себя зрелыми, опытными музыкантами, которые добавляли ему привлекательности. На альбоме присутствует 7 песен. Открывающий альбом трек «Ain't No Lovin' Left» «Не осталось никакой любви» – это почти 6 минут крепких рифов. Это один из лучших треков на альбоме, несмотря на мягкое вступление в стиле кантри. Второй трек «Sitting on Top of the Room» «Сидя наверху комнаты» является самым продолжительным на альбоме – почти 10 минут. Медленная баллада с демонстрацией великолепной работы акустической гитары. Песня исполняется в разных ритмах, развивающихся один из другого. Закрывает первую сторону альбома трек «Yesterday was today» – «Вчера было сегодня», с характерным ритмом, барабанным соло и выразительным джемом. Вторая сторона альбома начинается с трека «Got to get a message to you» – «Хочу передать тебе сообщение», который выпускался в качестве сингла с альбома. Отличный ритмичный трек с приятными рифами и хорошей гитарной работой. Далее следует песня «You Don't Bother Me» – «Ты меня не беспокой», по своему ритму отличающаяся от предыдущих песен, но следующая в том же общем стиле исполнения, с хорошей гитарной работой как электро, так и акустической гитар. Трек «Mid Morning Madness» «Безумие середины утра» звучит тяжело, напоминая рифы Led Zeppelin. В этом треке фанаты Led Zeppelin услышат много привычного и знакомого. Хрустящие многослойные гитарные рифы Мелоуни в стиле Джимми Пейджа на протяжении всего альбома держат высокий уровень исполнения группы. Альбом Фанни Адамс завершается свободным джемом трека «They are all losers, honey» «Они все неудачники, дорогая». Это один из тех треков, слушая которые невольно начинаешь двигать головой в ритм и отстукивая еще и ритм ногами. Хороший соло на гитаре, характерный вокал солиста органично соединен с инструментальной частью песни. История группы Фанни Адамс иногда называют одной из величайших катастроф австралийской рок-музыки. Распуск группы разозлил руководство лейбла MCA. Лейбл практически наложил запрет на запись Дуга Паркинсона в течение последующих 2 лет. Паркинсон в конечном итоге собрал новую версию группы In Focus, а позже продолжил успешную сольную карьеру и принимал участие в различных сторонних проектах. В течение 70-х годов Винс Мелоуни работал с целым рядом групп, а в 1999 году он воссоединился с Bee Gees для их концерта One Night Only в Австралии. Это был первый раз, когда они играли вместе с тех пор, как Винс покинул группу 30 лет назад. Той и Дик также принимали участие в различных музыкальных проектах. Кстати, несмотря на долгую карьеру в качестве записывающегося и гастролирующего артиста, Джонни Дик записал только один единственный сольный сингл «The Warrior» – «Воин», и сделал он это еще в далеком 1975 году. В 2021 году трек Bee Gees «Whisper Whisper», в записи которого принимал участие и Винс Мелоуни, был включен в саундтрек к диснеевскому фильму «Круэлла». Мелоуни был соавтором предисловия к книге Bee Gees 60-х Эндрю Монхьюза, Гранта Уолтерса и Марка Крохана. Книга была опубликована в 2021 году. Мелоуни время от времени гастролировал по Европе, исполняя сольную партию в мюзикле «Массачусетс» с бывшими участниками группы поддержки Bee Gees, барабанщиком Деннисом Брайаном и клавишником Блю Уивером. В марте 2023 года Джилл Мэтьюс из Aztec Music выпустил на CD 11-трековую ремастеринговую версию альбома Фанни Адамс с 4 бонус-треками. К тому времени все участники группы, кроме Мелоуни, уже умерли. Джонни Дик скончался 6 января 2017 года от сердечной недостаточности. Ему было 73 года. Дуг Паркинсон скончался 15 марта 2021 года в Сиднее. Ему было 74 года. Тедди Той умер 18 апреля 2022 года. Завершая свой краткий рассказ об альбоме Фанни Адамс, отмечу, что если вы захотите купить этот альбом, но вам не удастся найти его в хорошем состоянии и по приемлемой для вас цене, то вы ничего выдающегося и уникального для своей коллекции не потеряете. Но если все-таки вы сможете купить этот альбом, неважно, то ли это будет переиздание или оригинал в хорошем состоянии, по приемлемой для вас цене, то
я вас поздравляю! В вашей коллекции прибавился еще один хороший альбом классического рока. Ну а на этом на сегодня все. Надеюсь, что теперь у вас со словосочетанием Фанни Адамс будет связано не только воспоминание об альбоме группы Sweet, а вы также вспомните о забытом альбоме Фанни Адамс австралийской рок-группы с тем же названием Фанни Адамс. Приятного прослушивания музыки всем, кто любит и ценит музыку и жизнь, и не только свою. Мира нам всем. До свидания.